Вы мне включите или нет? Что вы ходите? У нас квитки. Директор! Воу! Ни один охранник и ни один сотрудник этого развлекательного парка не испортит нам впечатление о новом городе, о Житомире. Сдаю бесплатно локацию, где это находится. Это его туловище и это яйца. Молодец. Я сделала это, я вас увидела. Молодец. Ну, скажем так, Христич отработал так себе. Для того, чтобы наше путешествие по Житомиру было максимально продуктивным и максимально полезным для вас, мы решили для вас придумать очередное правило, точнее очередные правила, по которым мы будем по городу перемещаться. Я напоминаю, что каждое правило композиции сопровождается определенной трудностью, которую мы перед собой ставим. Во-первых, сама композиция, само правило, по которому мы будем компоновать, золотое сечение, золотая спираль и Житомир, вроде бы как немножечко диссонирует. Мне так кажется. Но по первому впечатлению, я думаю, что мы тут найдем много чего золотого в этом городе. Это первое усложнение, это само правило. Второе усложнение, мы находимся в новом городе и нам интересно побывать в разных местах. Что мы делаем для того, чтобы эта прогулка была максимально эффективна и полезная? Мы на карте расставляем ключевые точки, вы можете расставлять их по своему усмотрению, на свое усмотрение, какие-то достопримечательности, просто какие-то произвольные места, неважно. Это все полностью на ваш вкус и на ваш цвет. Мы еще пока даже не начали ходить и ничего снимать, и я уже себе фантазирую, что это будет сложно. Сложно, потому что у нас есть один световой день, окей, до самого вечера. У нас есть 31 точка, а это дофига для нового города. У нас есть ноги и у нас есть 3 камеры. Ставьте сложные задачи, не упрощайте себе жизнь, усложняйте ее. И я уверяю вас, под конец этого насыщенного дня, в котором будет 31 точка, 31 позиция по карте, вы придете как минимум наполнены, как максимум прокачаете свое видение до предела. Ну, а мы начинаем. Мы добрались в наше первое место, в нашу первую условную точку. Мы не были в этом городе, мы абсолютно не знаем, что он из себя представляет. Вы просто нажали точку в парке «Природа». Для чего, вы спросите, такие гонки? Для чего так гнать себя в шею? Потому что в сложных условиях человек проявляет весь свой внутренний потенциал. Ну что ж, раз, два, три, четыре, пять, я пошел тебя искать, золотое сечение. По ракушке что-нибудь красиво здесь закомпоновать. Ну, это парк, здесь деревья, камни, камни, деревья. Тут такого особо ничего интересного не было. Поэтому, ну, скажем так, Христич отработал так себе. Для того, чтобы максимально сфокусироваться в происходящее, нужно постоянно смотреть либо в видоискатель, ну, смотря чем вы снимаете, либо на экранчик, чтобы максимально вообще представлять, как это все закомпоновывать. Потому что просто глазами смотришь, окей, это одно, но когда ты сразу это все ограничиваешь в рамку, совершенно другое видение сразу. Третий глаз открывается. Когда формировался список, я в это время сидел и ретушировал фотографии. Я не расставлял значки, я не выставлял флажочки по Житомиру, я вообще был без понятия, куда мы приедем. Я просто открыл список этих локаций в городе, и вот сейчас я убедился в том, что Серега понавтыкал туда прямоугольных локаций. Мост, ступеньки. Максимум, что я могу здесь сделать, это вот сейчас разбавить картинку идущими за мной людьми. Вот тебе и все золотое сечение. Но это все ерунда. Если у вас не получается
найти какую-то интересную композицию на поверхности, углубляйтесь в макрорежим. Углубляйтесь куда-нибудь глубже, находите что-то в деталях, а если совсем ничего нету, придумайте немножечко фальши. Скомпонуйте сами, сделайте какую-то такую handmade работу. Я так вижу, что я сегодня только этим и буду заниматься. В макро там очень много всяких интересных штуковин можно расставлять и много чего можно закомпоновать. Я могу сейчас рассказать про эту картину. Это длинный нос, хотя у бобра не длинные носы. Это глаз. Обращайте внимание на то, что я сейчас рассказываю, и у вас откроется третий глаз, и вы увидите это. Это его туловище, и это яйца. Все по законам природы и по законам композиции. Для тех, кто забыл или кто не в курсе, я напоминаю, что мы сегодня отрабатываем правила композиции «Золотое сечение», «Золотая спираль». Ну, условно говоря, что-то в виде ракушки. То есть это может быть спиралевидная лестница, это может быть просто ракушка, которая ходит по городу. Казалось бы, обычная композиция. Кто бы знал, что я когда-нибудь буду обращать внимание на вот этих вот жар-птиц, сделанных из цветов. Туловище загнуто по спирали и клюв загнут вот прям в центре. Это прям самое, что ни на есть золотейшее сечение. Но там на заднем плане сидит человек. На карте была одна фартовая точка в этом парке, которая вела нас к театру. Мы сейчас уже посмотрели, как он называется, театр «Ракушка». И здесь можно было как минимум пару бонусов сделать, пару фотографий закрыть. Но тут забор, и там злая собака, которая не пускает нас туда. Вот отсюда я, кстати, снимаю фиксированным объективом, ну, типа, чтобы жизнь не казалась медом. И во многих ситуациях тяжело подойти. Но на видосик мы подзумим, конечно, на фоточку я туда не могу перейти, там собака кусается. Вон она уже смотрит. Как вы себя чувствуете? Так как? Ну как можно чувствовать человеку, который был здоровый и стал, ну я знаю, наполовину или на сколько там? Сколько вы тут уже лет в этих владениях? 90-го года. Вот то был это двухствольная груша. И в 91-м или 92-м году она вот так перекувыркнулась и стоит. Это вот лопаты, это еще СССРовские. Вот это я купил с этими инструментами, вот этими вот. А зачем вам вилы, лопаты? Что вы тут, что-то сажаете? Я постоянно им работаю. У меня еще одна лопата, там, правда, ручка сломалась. Как же я тут? У меня всегда тут огурцы, помидоры, перец. А это, видите, брат какой. Какие глаза у брата. И какие у меня глаза. Вы очень часто говорите про брата и очень часто говорите о том, что вот он, а вот я нет. Ну вот, а я нет. Почему так? Ну, смотри, видишь, какие глаза у человека. Вы считаете, что у него просто как-то предназначено было, предначертано, что вот он такой родился более сильный? Ну, когда его спрашивали в детстве, кем ты будешь, он сказал, я буду выше Дороша. А Дорош это был хирург, богатейший человек в нашем городе. А вы? А я говорил, а я буду военным трактористом. К вам кто-то приходит сюда в гости или нет? Редко, очень редко. А кто? Да почти никто. Каждый раз эти, которые сезонные жильцы, приезжают весной и спрашивают, ты еще жив? Сезонные, в смысле вот эти вот соседи? Ну, которые не зимуют. Владимир Витальевич, сколько прошло времени, как вы выписались? Как я выписался? 10 апреля. 10 апрель, май, июнь. 3 месяца будет. Владимир Витальевич, вы же помните, да, зачем мы приезжали к вам в больницу? Мы же с вами первый раз на улице встретились. Ну да. Люди, которые смотрят наш канал, это люди, которые
были замотивированы вашей историей о том, что вы ходите часто по улице, гуляете и вот, ну, выглядите так, знаете, достаточно статно и Так я и опрятно. выглядел, да. И история, которая с вами приключилась, она очень срезонировала, скажем так, и люди были не безразличны. Благодаря вашей активности, благодаря вашему небезразличию Владимиру Витальевичу удалось собрать, мы планировали собрать 5000, я об этом говорил, но получилось собрать 13,5. И вот сейчас мы решаем как раз, куда их лучше инвестировать, эти деньги. Купить вам биткоины тоже неправильно, потому что Конечно, мы это немного... за свои буду. Да. А компьютер вам зачем? Ну как зачем? В интернет? И вы... Биткоины играть. Биткоин. И вы туда же, и вы в интернет хотите залезть. Мои знакомые разбогатели по-страшному на биткоин. И вы хотите туда же влезть. В этом году было 3200. Вы в курсе дела, да, я смотрю? Сейчас 11 тысяч. Владимир Витальевич купит себе ноут и будет сам майнить биткоины. Вот. Не майнить. В курсе Не дела, майнить, продвинутый а человек. жонглировать. Жонглировать. играть. Но мне нравится ваше озорство и ваше современное такое видение на всю эту ситуацию. Вы такой достаточно продвинутый человек. Да я не продвинутый, я просто, Ну вы же где-то черпаете информацию. ну, радио слушаю. По радио такое говорят. В общем, короче, Да. мы вам новость рассказали. Вы думаете, решаете. Если надо там куда-то что-то где-то отвезти, привезти, это без проблем. Как вам отчитываться? Мне не надо вообще ничего А отчитываться. как? Это ваши деньги, что хотите, то и делайте. Ну все. Да. Ну, как бы все плохое позади, и вот сейчас мы договорились встретиться здесь на пляже, в гидропарке. Он здесь вечерком где-то купается, сейчас его попробую найти. И торжественно ему вручить билеты на поезд, путевку на море и оставшуюся сумму уже потом по приезду наличкой. А вот, кстати, уже его даже надо так. Ну что, как вода? Я говорю, грязная. Грязная, ну сейчас пора такая, что вода зеленая, поэтому Я даже не лез в нее сегодня. не купались? Да, но если мое хорошее плавание на спине заснимешь, полезно. А я распечатал вам 2 билета туда-обратно. И плюс путевка в этот самый, в санаторий. В общем, я очень вам благодарен, что вы откликнулись так на мое это происшествие. Благодарен за то, что вы мне обеспечили поездку на море. Я на море был последний раз в 2010 году. В общем, В общем, поедете. еще раз спасибо вам. Ну, я вам тоже от себя желаю хорошо отдохнуть. Я думаю, что с оставшейся суммой вы разберетесь и правильно ее инвестируете. Как минимум вам нужно восстановиться до конца по здоровью, чтобы вы точно так же бодрячком продолжали ходить по городу и радовать прохожих своим видом. Вы говорите, как встретиться на улице? Да без проблем. Вот, мы зачекинились, в сторис пораскладывали. Вот человек, такое ощущение, что сорвался где-то с работы или с учебы, или из дому, я не знаю. И вот мы встретились на улице Лермонтовская, 11. И с каких пор вы с нами? Недавно. Недавно случайно увидела ваше видео на ютубе и как-то так Ага. понеслось. Маша с нами уже 2 месяца. А вы подписались на канал? Или ждете еще, пока вас за ручку приведут? Вот, пожалуйста, Житомир, Маша, и не хочет нас расстраивать. Я Молодец, сделала это, я вас увидела. молодец. Я с района. Ага, я понял. Все бросила, приехала. Офигеть, офигеть. Спасибо Но большое. это очень приятно. И мне тоже очень приятно. Приезжайте к нам еще. Хорошо, спасибо. Мы гуляем по городу уже часов 5, наверное, и нас на протяжении всего города преследуют вот эти комары. Мы находимся в центре, это площадь Королева, и дело приняло другой оборот. А что вы такая красивая? Сегодня какой-то особенный день? Да, я сегодня была на экскурсии на Руде. А, на мороженом? Да. И как? Наелась, ребятки.
Сладкого много съели? Только 2 штучки. О, капец. Мы чуть не выбились из графика. Местные жители не отпускают. Просто вот так вот под руки зацепили и все. Надо отсюда уходить. Ну, а что у вас за такая тусовка такая интересная? Вы в таких образах? Очень сложно все вместе. Всё? Все вместе. Музыка вами движет? Да. У парня не муляж гипса или Нет, это ему руку сломали. сломали руку? Да, там долгая история, но правдивая, так сказать. Ну, очень такой интересный гипс. Да. Это публикуетесь или чисто? Есть YouTube канал, вы можете, и там есть все ссылки на Instagram, на все остальное. Вставай, снимай. Ну, как потрясающая. А можно так зафиксировать? Ничего не меняйте. Кира, нормально ты себя чувствуешь? Кира, можешь? Кира, можешь посмотреть? Кира, можешь посмотреть, пожалуйста, в камеру? Нет, надо с серьезным лицом, как будто бы ты... Серьезное лицо, быстро. Ты же... Ну, это же ничего тут такого нету, что ты вниз головой, правильно? Это обычная история. Подумаешь... Стали с фотиками. Да потому что это прекрасно, когда человек ходит на голове. Так или иначе, рука тянется снимать портреты, и в качестве отмазки я нагуглил, что портрет можно просто весь раскромсать и разложить по полочкам по золотому сечению. Поэтому, если вдруг что, если я не найду какую-нибудь интересную композицию в плитке, в бетоне, либо в зданиях, ну если мы говорим про город, я буду компоновать человеческие лица Житомира. Как вам такая отмазка? Напишите, пожалуйста, в комментариях, считается ли это отмазкой, преступлением, или все-таки можно компенсировать отсутствие красивых композиций красивыми лицами. Я не знаю и не понимаю, почему в Киеве нету по всему городу, по всему району вот таких вот мусорных ящиков, которые разделяют пластик от металла, от стекла, от всего остального. Возможно, конечно, масштабы города, но здесь я думал, что это просто в парке, где мы там увидели, только там поставили. Но мы уже по всему городу проходим, и везде по всему городу стоят вот эти вот мусоросборочные ящики, контейнеры. Я такие столбики, которые сейчас надо мной, с указателями, с табличкой автобусов, троллейбусов и еще и с временем прибытия видел только в Европе и вот недавно по свежей памяти в Израиле. Там они возле каждой остановки. Здесь окей, только в центре, но они есть. Мало того, есть USB-шка на раз, два, три, на 4 порта и кнопочка «Вызов охраны». Проверяем. Зря надеялся. Я еще не видел ни одной зарядки уличной, которая бы работала. Может, там надо, кстати, подтвердить, как в этом, в iMac, типа, что это мое устройство, тогда пойдет зарядка. Или, может, надо нажать этот вызов охраны. Ну, это обидно, да. Ну, такой классный знак, а USB-шки не работают. Почему так происходит, я не знаю. Собственно, как и вызов охраны тоже не работает. То есть, если вас тут зарежут на остановке, то... А вот и охрана приехала. Я шучу. Если у вас тут начнутся проблемы, то эта кнопочка вас не спасет. Но все равно приятно. Дорогу прямо держите? Прям. Я понял. Ну тогда не буду вас задерживать. Спасибо. Рука так и тянется фотографировать людей. Здесь просто огромное здание, и оно дает офигеннейший просто свет. Офигеннейший. Я хочу сделать себе здесь фотографию. А это какие-то частные дома или как это, или что тут? Частные дома. Тут в этом доме типа много-много квартир или это все ваше владение? А, не? Такое прям что-то старинное. Очень классно. Продвинутые люди с айфонами, с социальными сетями. Кто говорил, что в Житомире люди не продвинутые? 260 тысяч, да, у вас тут население? Да. Капец. Это еще 4 Житомира, и еще 3 Житомира и миллионник. Посмотри, как классно там на кухне. Це вже відео. День добрий.
Блин, какие крутые вообще, ну, только какие фасады крутые. Это вообще просто что... Что-что? Здесь можно, я не знаю, снимать какое-то кино, эпоху назад отмотать, вот если нужны какие-то локации тех времен, каких-то царских, я не знаю. Вот тебе, пожалуйста. Царский Житомир. Не переключайтесь, сделайте небольшую паузу. Просто немножечко отдохните и жмите play далее. Это пауза для того, чтобы вы остановились, нажали кнопочку подписаться, написать комментарий и только потом продолжать дальше действовать. Сдаю бесплатно локацию, где это находится. В Житомире по улице Лермонтовской находятся вот такие вот офигеннейшие локации. Если у вас есть какая-то задумка и специфически нужны вот такие вот старинные локации, пожалуйста. И мало того, народ открытый и говорит, что здесь постоянно приезжают что-то снимать. У нас нету коптера, и нам нужно снять, заявить какие-то заявочные планы, сделать сверху. Вот. Мне кажется, что это идеальный способ, чтобы снять верхние планы. Значит, нам 3 колеса, 3 цепочки и, наверное, 1 лодочка, да? Где вы еще найдете советские вот такие вот совдеповские качели, причем в рабочем состоянии? В Житомире. 160 гривен. Это 5 евро. 8 билетов. Здесь можно просто укататься и обрыгаться. Но мы начнем с колеса обозрения на всякий случай, если вдруг ромашка вылезет не тем боком, чтобы у нас день не закончился раньше времени. Пойдемте, господа, на квадрокоптер аналоговый советский. Это прекрасный аттракцион просто в центре Житомира, хотя здесь везде центр. Мы поднимаемся на высоту птичьего полета для того, чтобы запечатлеть верхние планы за отсутствием квадрокоптера. Здесь все работает, даже вот эта крутилка работает. Директор! Воу! Не слышно. Хозяин, остановите нас наверху на минутку. Шановний, ми заплатили вам квиточки. Включіть нам карусель, будь ласка. Хорошо, вы мне включите лодочку? Вы мне включите или нет? Ну, совок, он везде совок, что ты сделаешь? Люди здесь не менее дикие, поэтому я, в принципе, ничему не удивляюсь. Ни один охранник и ни один сотрудник этого развлекательного парка не испортит нам впечатление о новом городе, о Житомире. Это говорит всего лишь о том, что мы находимся в Украине и далеко за ее пределы не уезжали. Мы просто переехали в соседний город, и таких же дикарей, как и у нас, хватает везде. При виде камер, при виде съемки начинается какой-то кипиш, какие-то звонки лишним людям. Ничего нового. Эта веселая горка, она едет по спирали и с такими подъемами, спусками. И можно как-то попробовать это все дело, типа закомпоновать а-ля под дугу, под золотое сечение. Ну, это, конечно, тоже вытянутое и придуманное, но... Бля, как страшно! Пиздец! Громко, трясет, ничего не понятно, ничего не снял, зато он разгрузку нашел кожаную. Я своей, правда, пристегнулся. Фух, это капец. Обратите внимание, это просто золотейшее сечение, причем 4-кратное. Ох, ёпт, зацепился. Сейчас, секундочку. Буквально вот недавно приземлились со Святой Земли, с Израиля, и вот сразу же прям на съемочке, вот прям моментально. Мы вышли на монумент славы для того, чтобы посмотреть на ту сторону реки, но там ничего интересного не оказалось. Но вот нашелся интересный человек,
Антон, который возит людей в фототуры. Это очень интересно, у него здесь очень интересная компания. Вот, пожалуйста, да. И мы здесь просто такую маленькую фотосессию организовали прямо здесь, на этой брусчатке. Мы стараемся наполнять наши серии человеченкой, мы стараемся наполнять наши серии портретищами. И какое бы мы правило ни снимали, что бы мы ни отрабатывали, у нас всегда будет по максимуму людей. Третья часть всего мороженого, которое делается в Украине, производится здесь, в Житомире. Я об этом узнал только перед тем, как ехать сюда, накануне. Разрешите мне сфотографировать вас. Вы простите, я не спросил, но вы очень интересный А человек. вы кто? Фотографы. Фотографы? Да. Любим интересных людей. Ну що я вам? Потому что вы необычный человек. Правда? Хто побачив, то вже не сховається. Что? Запоминаючася личность. Потому что вы выглядите интересно, вы в шляпе, опрятно одеты, в галстуке. У вас сегодня праздник какой-то? Нет, я так тоже нет. Серьезно? Да. Я всегда так Каждый день праздник. слежу за собой. Нет, я не слежу за собой. Всю жизнь? Ну да. У меня работа такая была. Какая? Я работал в женском коллективе. В женском коллективе? То есть вы там среди женщин постоянно фигурировали? Да, мне надо было быть всегда в форме. Почему подружка отворачивается? Инна, имей совесть. Ну ты же там в Инстаграме сидишь 100%. Или нет? Подписчиков распугаем? Ты не представляешь, как мы их можем догнать тебе на Инстаграм, если ты сейчас с нами заколлаборируешься. Тебе подписчики надо? Зачем? Что ты будешь с ними делать? А как ты думаешь, зачем мы снимаем в 3 камеры, тратим драгоценные гигабайты на вас? Не знаешь? Это самый, что ни на есть, центральный, житний рынок города Житомир. Запоминайте, житний Житомира. Но мы сегодня здесь не снимаем. Вечер уже закончился, начинается ночь. Поэтому мы собираем свои пасочки и едем на Киев. Складывать материал по папочкам, папочка к папочке, файлики к файликам, влог к влогу, 10 бит в папочку 10 бит, чтобы собрать это все вместе в кучу и дать вам красивенькую серию. Кто-то говорил, что в 4К не снимаем, что типа лошье не снимаем в 4К. Получайте. Житомир в 4К в 10 бит. Аж только что муха пролетела. Это символ. В завершении этого насыщенного дня на события, на локации, в принципе, как всегда, мы не можем приехать просто в город и бездумно как-то ходить гулять. Мы проходим по городу по определенной программе. Хотел сказать правила, но это неправильно, потому что правила, все прекрасно знают, что правила все нарушаются с легкостью, без проблем, тем более такие правила, как правила композиции. Никаких не существует абсолютно правил в искусстве. Вы нарушаете, но нарушаете это все продуманно и обдуманно. Сегодня мы хотели рассказать о том, как можно прокачать себя, как можно прокачать свои навыки, видение, пытаться всматриваться в какие-то объекты. Особенно это хорошо проявляется в новом городе, потому что тут для тебя все новое. Неважно какой город, неважно какие масштабы. Такие милые дети бегают с трубками. Неважно, какие масштабы этого города, неважно, где этот город находится. Просто выезжать в новый город, просто вдохновляться новым городом, ставить для себя реальные задачи, потому что мы для себя сегодня поставили нереальные задачи. Если бы мы компоновали, я не знаю, памятники, деревья, кусты и лавочки, то, возможно, это было бы легко. Но сделать что-то хоть сколько-нибудь в меру композиционное, блуждая по городу, да еще и рассказать, и показать, и записать, это очень мало. Как нам сказал тут кто-то из местных жителей, так вы, говорит, на один денечек приехали, так это же ни о чем.
на недельку сюда приезжайте. Вот за недельку размеренно, без фанатизма, можно, в принципе, здесь переходить весь город вдоль и поперек и забрать самые лучшие кадры и выждать самые лучшие режимные времена. Но это не про нас. Я думаю, посыл вам понятен. Я думаю, вы понимаете, что мы хотели донести до вас. Это в первую очередь мотивационный проект и выбивание твердой почвы из-под земли. Для того, чтобы не засиживаться дома, для того, чтобы выходить, для того, чтобы вставать и сниматься. Я прекрасно понимаю, что вам нужна мотивация, я прекрасно это понимаю, но буду перед вами откровенным. Мне она также не помешает. Я думаю, вы знаете, что нужно делать для того, чтобы замотивировать автора проекта «Вставай и снимай». Все очень просто. 3 простых правила. Комментарий, колокольчик и подписка. И моему счастью не будет предела, как вот этим вот детям, бегающим и дудящим в розовую трубочку. Давайте подудим в красную кнопочку. Житомир, ну, самый лучший город во Вселенной. Берите на заметку, Житомир – самый лучший город. Во Вселенной. Во Вселенной. Какие мысли у вас приходят в голову, когда вы смотрите на Бобровку? О долголетии, о здоровье, о долголетии. До скольки вы хотели бы жить? Ну, хотя бы еще полгода прожить, хотя бы еще. А почему такие прогнозы? Ну, потому что время такое стрессовое. Повторюємо ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Партнерство. А що у вас тут відбувається? І там щось я бачу відбувається. Взагалі це при міській бібліотеці імені Земляка у нас є університет людей поважного віку. Ага. І при цьому університеті створений танцювальний клуб «Ретро». Ми навіть не очікували, що нами так зацікавлені і так хочуть нас скрізь бачити. Конечно, мы обовязково вас покажем. Вы из Житомира? А что вы здесь первый раз? Вы здесь должны постоянно тусить. Здоровье не позволяет. Колесо обозрения. Короче, всякие рыгалки здесь на любой вкус и цвет. Все нормально. Можно мастер-класс у вас взять, как вы будете фотографировать? В смысле? Не, вы фоткаете, мы ничего не... Просто немає часу, у нас обмежено. А так убежала модель. Привет, а вы из Житомира? Да. А чем этот мост славится? Здесь люди падают туда вниз? Да. В смысле было? Ну, я имею в виду этот роуп-джампинг, или как он называется? Да, здесь есть рок-джампинг, он обычно летом. Рок? Ой, ну я, честно говоря, не знаю, как он называется. Я знаю, что люди прыгают, но это они прыгают, когда жарко. А что нельзя прыгать, когда холодно? Людей мало. Ну, во-первых, же ж потоки воздуха. Ну, не знаю, но просто обычно, когда холодно, здесь такого нету. Ага, я понял. То есть поэтому сегодня ничего нету, да? А вы прыгали? Нет. Я хотела, но меня мама не пустила. Так ты же веревочкой будешь привязана. У вас рыба здесь есть? Конечно. Откуда ты знаешь? Ты же не рыбачка. Не, я рыбачу. Серьезно? Я, например, ну,
позавчера я приехала с дачи, а позавчера я леща словила. Леща словила, я думал, ты дала кому-то леща. Не, серьезно. Здесь шьют носки и производят детали для Audi и для BMW. Правильно. Я думаю, что там же, где шьют носки и шьют кожаные сиденья для BMW и для Audi. Я слышал такую историю. Здесь красиво, на этом и остановимся. Здравствуйте. Добрый день. Вы случайно не снимались в кино? А мы снимаем себя, да. Ну, он, по-моему, персонаж из фильма «Чернобыль». Мы нашли в Житомире работающую зарядку USB на 2 порта. Ничего себе! У вас современный город, я хочу сказать. А у вас? А у нас все поломаны, вырваны с корнями, ничего не работает. Какой у вас город? Рядом здесь, за этим, За за окружной, да, Киев называется. это вы с Киева, да? Да. У вас раньше было строительство, у вас еще уже повырывали, у нас еще пока не дошло, подожди. В смысле? А что с этим делать? Курить или пить? Це вирізано з сливової косточки. Це як би мало бути. Я же смотрю, что это косточка какая-то. Если его положить в стакан с водой, А, потом в тебе эту есть воду зараз влить, щось при собі? вода заряжается положительной энергией. А кто это вырезал? Це я вирізав, тільки в мене є похлеще вещи. Благодарю. Внезапно, неожиданно. Я так понимаю, что это кому-то другому предназначалось, но я попал под раздачу.